Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как я храню елочные игрушки в бархате, какие даю рекомендации своим покупателям и расскажу, как ухаживать за елочными игрушками в бархате в дальнейшем. Я считаю это важным моментом, и это лишь мои рекомендации. Именно от того, как их будут хранить, как за ними будут ухаживать, и зависит долговечность елочных шаров. Буду ждать от вас обратной связи на эту тему и приятного вам просмотра. Готовые елочные шары я храню вот в таких контейнерах из фикс прайса. Цена в российских рублях 199, а в белорусских рублях 6 рублей. Очень удобные контейнеры, закрываются плотно, и мне нравится их вместимость. Есть еще поменьше, я вам покажу, но вот эти самые удобные. Так сказать, для шаров это перевалочный пункт. Я их сделала, кладу в этот контейнер и затем раскладываю по коробкам. Самое главное, банты не мнутся, и в такой контейнер где-то вмещается около 16 шаров, если они диаметром 8 сантиметров. Но здесь у меня вот 2 шара есть по 10 сантиметров. Долго в пластмассовых контейнерах нельзя хранить шары, так как образуется конденсат из-за того, что воздух не гуляет по контейнеру. И это очень плохо сказывается на стразах и цепях со стразами. Также в таком контейнере я храню шары, которые еще не доделаны, ждут своей очереди. А теперь покажу вам еще другие контейнеры, они поменьше. Они также плотно закрываются, плюс еще здесь есть ручка. В основном в таких контейнерах я храню какие-то остатки, вот, например, эти 2 шишки, либо же свои инструменты. Это очень удобно, особенно в сезон ростовых цветов, когда инструменты нужно брать с собой. И преимуществом, конечно, является то, что у этого контейнера есть ручка. Или вот, например, бархатные грибочки. Это тоже елочные игрушки, я такие делаю. По 2 штуки идет в наборе. И грибочки, они мягкие, поэтому, в принципе, их хранить в таком контейнере очень удобно. И вот эти контейнеры – это просто спасение от пыли. Я вам рассказала, как я храню свои изделия. Мне так удобно, и это лишь мое мнение. Но я считаю это правильно, так как пыль, запахи и много-много различных факторов, которые могут неблагоприятно влиять на готовые изделия. И вот такая организация хранения, так сказать, спасает от лишних забот и хлопот. Сейчас на примере упаковки заказа из 2 шаров я расскажу вам, какие рекомендации я даю своим покупателям. Мне в голову пришла такая идея: класть каждому заказу вот такую памятку. В памятке указаны рекомендации и как ухаживать за игрушками. Составляла памятку я сама, все написано простым языком, и ничего сложного там нет по уходу за игрушками. Напечатала на компьютере, добавила логотип и затем на формате А4 распечатала по 2 штуки на одной странице. Обратную связь со своими покупателями я держу всегда, если вдруг у них какие-то вопросы появляются, либо нужно посоветоваться, я всегда на связи. Но зачем человеку тратить время, если он может открыть коробку и увидеть все наглядно, почитать и не ждать моего ответа. Пока я буду упаковывать заказ, расскажу вам про рекомендации по хранению елочных игрушек в бархате. Хранить игрушки нужно в сухом месте при комнатной температуре, это где-то 20 градусов плюс-минус. Обязательно в коробке. Вы можете хранить в шкафу, на полке, где вам удобно, но только не на балконе, чердаке либо подвале, и не в пластиковых контейнерах. Почему же нельзя хранить в этих местах? Это все приводит к перепадам температуры. А так как стразы и цепи боятся соли, а любой конденсат, это микрокапли влаги, которые скопились на ваших игрушках, могут привести к окислению, что в свою очередь портит внешний вид игрушки. Брать игрушки только чистыми и сухими руками. Я думаю, здесь понятно, почему так, потому что можно оставить пятно на игрушке, либо же, если мокрая рука, попадет капля на стразу. Конечно же, воды они не боятся, но, допустим, вы их складываете по коробкам,
и вот маленькую каплю вы не дотерли, эту не увидели. Ну и все, соответственно, почти год она лежит в этой коробке и образуется конденсат, что приводит к окислению. Теперь расскажу вам несколько советов, как ухаживать за елочными игрушками в бархате. Это касается таких моментов, если вдруг что-то заморалось, помялось или хочется придать блеск. Кстати, о блеске. Это такой маленький совет. Перед тем, как класть шары в коробку для заказчика, я, конечно же, натираю стразы. Натираю их кусочком бархата. Продолжим. Банты можно прогладить слегка утюгом или отпаривателем по залому. Если стразы меньше сверкают, можно протереть тряпкой для стекла. Если вдруг собралась пыль на игрушках, здесь поможет ролик для одежды. И если вдруг появилось какое-либо пятно на елочном шаре, можно воспользоваться влажной салфеткой, слегка ею потереть. Вот такие рекомендации я даю по хранению и как ухаживать за елочными игрушками в бархате своим покупателям. Конечно, самые главные советы из вышесказанного – это аккуратность и чистота. А в дальнейшем покупатель должен правильно хранить и ухаживать за елочными игрушками. Еще хочу немного сказать о фурнитуре на самих шарах. Это стразы, цепи, банты. То, что они приклеены очень хорошо. И оторвать их, это нужно очень сильно постараться. Еще мне недавно написали, что из-за клея окисляются стразы и цепи. У меня такого не было. И я знаю, что многие мастерицы клеят стразы и цепи на тот же клей-момент. Поэтому повторюсь, что окисление происходит из-за конденсата, то есть неправильного хранения. Надеюсь, на все ваши вопросы я ответила, кого-то успокоила, и это видео будет для вас полезным. Конечно, если у вас остались вопросы после просмотра видео, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Либо же хотите увидеть видео на какую-либо тему или видеообзор, предлагайте, пишите. В описании под видео я распишу памятку по пунктам. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока!